Всем привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня уже понедельник, и что я вам хочу сказать. Эта неделя, вот прошедшая, выдалась очень спокойная, очень ненапряжная. Я вам скажу, все то, что меня все то, чем была наполнена моя жизнь до этого, там уроки, язык, там какие-то дела, там мои важные встречи, все это замерло и стало на паузу. Вот все то, из-за чего я не успевала, у меня вот такой был ритм жизни, я там уставала, на что-то там жаловалась, все это стало на паузу. И что вы думаете? Нет, чтобы расслабиться, радоваться, получать удовольствие от этого затишья, от того, что есть возможность отдохнуть, есть возможность заняться тем, на что не хватало времени до этого. Нет, я опять влезла в состояние тревожности. Ага, потому что из-за того, что остановились там какие-то моменты, просили какие-то другие дела, какая-то там финансовая сторона. Это вечное неудовольство тем, что ты имеешь. Ну, честно, я по-другому это не могу сказать. Единственное, конечно, я в этом плане немножко вот за эту неделю посмотрела там какие-то видео, пообщалась там с людьми и поняла, что вот это вот состояние, которое сейчас, да, то есть было у меня, то есть вот это сумасшедшая какая-то, я так считала, что это депрессия, апатия, какой-то упадок вообще моральных больше сил, какая-то вот эта тревожность, это не только у меня, и это не связано с осенью. Сейчас, я вам скажу, весь мир в этом состоянии, как я говорила, вот общалась с людьми, все люди вообще на антидепрессантах, и это в любых странах, даже в самых благополучных. Швейцарцы занимают первое место сейчас по количеству, депрессивных людей, так сказать, по людей, которые обращаются, зафиксированы в состоянии депрессии. Вы представляете, то есть люди в довольно-таки благополучных странах. Господи, что говорить тогда про нас? У нас, наверное, иммунитет все же получше, чем у них будет. Вот, поэтому я поняла, что это сейчас проблема, что-то творится в мире. Все меняется. Мы сейчас на пороге или уже просто кризиса сумасшедшего. Все уже, стабильности нет, все выходит из-под контроля, и мы вообще видим, что становится сложнее жить, становится сложнее, все дорожает, с бизнесом у людей проблемы начинаются, и все это массово, это все охватило весь земной шар. Вот, поэтому все сейчас таки напряглись и понимают, что все на пороге какого-то грандиозного шухера, то уже мы в процессе него просто еще не понимаем, прям грандиозного, я имею в виду вообще. И поэтому, конечно же, интуитивно, наверное, наша психика нас к этому готовит, или вот этот переход произошел, у нас-то он давно произошел, а вообще везде, конечно, вот сейчас люди начинают немножко недопонимать, что как, уже на себе это все чувствуют, вот, поэтому что-то, приближение чего-то неминуемого, и поэтому, конечно, вот эта вот тревожность энергетическая, она сейчас всех заразила, всех охватила, и поэтому всем сейчас тяжело и всем непросто. Поэтому я решила, что не нужно себя жалеть. Вот пересмотрела все это. Не то, что я прям, знаете, радостно довольна, не только я такая. Нет, конечно. Хотя бы нашла этому объяснение, что да, это сейчас это массово, и это мы сейчас живем в такое время неспокойное, переломное, вот, и нужно себя не жалеть, а к этим условиям как-то приспосабливаться, вырабатывать иммунитет, вырабатывать спокойствие, просто по возможности есть возможность отдыхать, отдыхай, вообще нужно держать нос, как говорится, по ветру и, конечно же, что-то предпринимать, наверное, и, по крайней мере, себя не долбать, то есть не закапывать, потому что если ты психологически просядешь, то, конечно, это вообще будет труба. И труба будет, скажу, у всей семьи, потому что, как правило, знаете, если у тебя нет настроения, если ты совсем в апатии, то как-то и у всех, все в окружении, у всех смотришь, становится как-то все не очень. Поэтому мы, женщины тем более, мы сердце семьи, поэтому нам как-то нужно немножко
да, немножко быть примером спокойствия, стрессоустойчивости, ну, как-то больше, наверное, вырабатывать позитив, тогда и всем будет легче. А когда всем будет легче, мужу в первую очередь, тогда ему легче будет работаться, когда ему легче будет... Как бы мужчины тогда немножко расслабляются, и как бы на них это действует, я вам скажу, плодотворно. Вот когда вот какой-то здоровый климат в семье, спокойствие, тогда у них есть вдохновение, чтобы что-то делать ради семьи. Как-то так, господи. Так все хаотично, вам как бы наболтала, ну как есть. Вот. И что еще хотела сказать? Да, пока уж как бы с вами болтаю. Вот, с этими каналами, конечно, у нас такой шухер произошел. У меня же, как посмотрела, получилось 3 канала. 3. Вот. Один из них бывший кулинарный, на который много вас, девочки, были подписаны. Вот. Но у меня там видео, смотрите, были вот кулинарные мои рецепты, были, ну, максимум 2-3 минуты, да. У меня там уже были, вы были подписчики, вас было прилично, 1000, там сколько там, 800, да, примерно. До монетизации мне там вообще, не знаю, ну, не светило еще бог знает сколько, потому что я на таких коротеньких видео, конечно же, не могла набрать нужное количество просмотров, часов. Ну, сами понимаете, снимать уже в течение 5 лет, или сколько там у меня этот канал, или, может быть, даже 7, вообще, то есть в холостую, вообще без какой-либо там... Ой, без какой-либо оплаты, без какого-либо, знаете, вознаграждения, но это не очень весело, вам честно вам скажу. Тем более снять рецепт это так долго на самом деле. Это проще, боже, 100 раз можно приготовить праздничный стол, чем пока ты снимешь один рецепт, выстроить туда-сюда. А потом в итоге все это обрезается, и на 2-минутное видео уходит у тебя полдня, чтобы это было все эстетично. За каждым разом там печку протереть, чтобы она блестела. То все, там разные ракурсы подобрать. Потом во время монтажа много чего ты даже туда не включаешь, но ты это снимаешь, потому что, может быть, куда-то его приходится как бы потом как бы вклеить, чтобы, ну, в общем, такое. И в итоге ты вообще ничего как бы с этого вообще не умеешь. И, понятное дело, то времени нет, то еще чего-то нет. И, в общем-то, тут же Даша начала снимать свой канал, решила завести. Я так думала, как-то получилось, там у меня рецепты, тут у меня тот канал влоговый освободился, я на него влоги больше не хочу снимать, там есть кучу на это причин, и, то есть, там, в общем, он немножко такой подзавивший стал, почему я как бы с него ушла, там немножко в другом плане, там с Ютубом связано, в общем, много причин, почему я решила открыть новый канал. Вот. Ну, там подключена монетизация, там есть уже тоже какая-то аудитория. И мы так решили, что я сейчас эти рецепты перекину туда и сделаю его более проживным. Что-то, может, буду снимать туда и жизненное, может, какой-то СМР, там рецепты, ну, в общем-то, такое. Но будет он все равно у меня жить, буду что-то туда снимать. Вот, и кулинарию, потом еще что-то добавлю. Ну, чисто вот такой вот. Этот у меня будет канал просто влоговый. Чисто моя жизнь, дневник жизни, просто влоговый. И вот так получилось, что Даша мне перекинула, сохранила вот те рецепты, которые были у меня. Вот, я сейчас потихоньку туда, на свой бывший влоговый, вот, перекидываю. Ну, произошла такая, конечно, трагедия для меня вчера, просто почему я даже видео не выставила. Хотя планировала, я нечаянно эту папку удалила на маке, просто я не знаю. Это было уже, вот не нужно заниматься какими-то делами поздно вечером, когда ты уставший, все это быстро, в нервозности, в общем, короче, села монтировать в программе, в которой я никогда не монтировала, да еще и на маке. У меня там что-то стало не получаться, что-то я не могла понять, как сделать. В общем, в итоге на этой нервозности я вообще взяла, удалила по нечаянности эту папку, и все, и корзину удалила, корзину почистила, точнее, и все, без возможности возобновления. А на Маке все программы, там можно, какие-то есть, я посмотрели, мы с Марком, Марк мне помог, попробовали, чтобы вернуть это все, но это все платно, это все $80 стоило вернуть, боже, но оно того не стоит, поэтому я очень расстроилась, больше часть рецептов просто пропала. Ну ладно, как бы это не самое страшное в жизни. Что произошло, то произошло. Поэтому вот так вот. Я немножко вам ясность внесу, потому что у меня все-таки много девочек подписаны были на все каналы, и, может быть, не совсем все соображают, что происходит. Вроде как и Даше польза, потому что я понимаю, что
как сложно сейчас с нуля начать, а он у меня просто, ну, такой, как бы, получается, ну, бесхозный, и все-таки жалко тоже, и поэтому я решила ей его отдать. Вот. Я надеюсь, вы не против. Вот, те девочки, которые там были подписаны. Вот такие вот. И я вот думаю, может быть, мне сюда, на этот канал, может, какие-то видео назвать их, знаете, какой-то один раз в неделю сюда загружать какие-то архивные видео с того канала, потому что у меня там все видео в основном очень много закрыто, вот, да, особенно мы первые дни приезда в Бельгию, вот как у нас здесь было все ужасно, была какая пустая квартира, как это все было как бы тяжело, как мы, ну, немножко там, ну, какие-то видео я снимала, и они сейчас закрыты, я думаю, может быть какие-то видео с Украины, там, двухгодичной давности. Может, кому-то будет интересно. Вы мне напишите. Я с вами советуюсь. Я еще так не собираюсь делать, я так не решила. У меня есть просто такие мысли. Вот, если вам интересно, я, может быть, сделаю такую рубрику, чисто там по понедельникам или по вторникам буду вставлять какое-то одно архивное видео. Вот, если нет, если это не имеет смысла, вы так все это видели, то, ну, тогда нет, вообще нет проблем, потому что, ну, я же, в принципе, для вас все это, как бы, ну, хочу сделать, потому что у меня они есть закрытые, я в любом случае, вот, как дневник моей жизни, так сказать, я всегда к нему могу вернуться, открыть, ну, и посмотреть. А если вам интересно, я могу какие-то там видео, там, какие видео есть, там, где я там о себе рассказывала, там, о нашей семье. Ну, в общем-то, вы мне напишите, как вы думаете, стоит, не стоит, как бы, ну, его нафиг, открыла канал, довести его сейчас, как бы, именно в Бельгии, уже не отвлекаясь на прошлое. Это тоже резонно. Вот, поэтому, как вы большинство мне посоветуете, так и будет. Вот. В принципе, это то, что у меня сейчас наболело, то, чем я хотела с вами поделиться на сегодняшний день. Ну, это, конечно, вообще шедеврально. Просто шедеврально. Такого еще на прошлой неделе среди всех дождей, ветров и ураганов такого еще не было. Это просто красота, посмотрите. Будем надеяться, это к чему-то, к хорошему, к доброму, к прекрасному. Так, девочки, буду сейчас вам ныть, правда. Вот сейчас уже 5 часов вечера, 6 час. Я только выложила видео на канал. То, которое вечером. Вчера из-за вот этих проблем я их не выложила. Думаю, утром быстренько там перемонтирую, как бы это все сделаю. И в итоге у меня с 11 часов вот это все время заняло. И плюс еще такой нюанс. Во-первых, программа для монтажа у меня давно уже платная. Я беру платные версии, потому что там больше всяких фишек, больше всяких эффектов. То есть, ну, чтобы видео было сделано интересно, чтобы, ну, не скучно. Хотя, может быть, вам это и не надо, в принципе, я не знаю. Я не спрашивала, вы, собственно, никогда это не отмечаете, кроме там девочек, там пару человек. Вот. Но хочется сделать вроде бы и музыку какую-то, и шрифт. Ну, как-то сделать как-то, ну, необычно, как-то интересно. Вот. В общем, это все, конечно же, платное в основном. Но сейчас мне пришлось переустановить, в общем, на Apple ID, вот и Mac, и телефон, в общем, всю свою, получается, ну, короче, Apple ID на всех своих гаджетах установить именно бельгийский, потому что нам здесь нужно устанавливать определенное приложение, и банковские, там всякие разные, и украинский не поддерживает их. Понятное дело, нужно как бы... Вот. И сейчас столкнулась с тем, что все мои программы, которые у меня их просто куча. Там я обложку делаю, там я потом добавляю что-то в обложку, там что-то вырезаю, там шрифт мне нравится, знаете, там то, там все. В общем, у меня этих программ куча всяких разных. И вот теперь они вообще все стали платные. Все. Вот любая ерунда, просто вырезать какой-то там предмет, допустим, чтобы наклеить, налепить. Там, ну, это все вообще стало платно. Просто любая мелочь. И я вам скажу, это же не 3 копейки. Там получается в месяц, ну, минимум, там, допустим, $8 одно. А их у меня было там их много всяких разных. Там то, в каждой там свои фишки. Ой, честно, вообще теперь, конечно, ну, их не жалко. Я понимаю, что за все в этой жизни нужно платить. Я не люблю халявы, но не до такой степени, конечно. И вчера то, что я не могла достать свои файлы утерянные, нужно было платить, и немалые деньги, конечно, меня это расстроило. Вот готовлю сейчас быстро, в темпе, макароны по-флотски, потому что приедет сейчас Валерыч, а он уезжал, как бы, я еще сидела этим занималась, если он приедет, я до сих пор, он скажет, знаешь что, ну его нафиг, вот эти твои занятия, честно, он так уже, как бы, ругается, что я, получается, вот сейчас
неделя такая, что свободная получилась, и я вот сижу постоянно, то с камерами разбираюсь, то с тем, то с тем, то с этими программами, то... Ну, в общем, постоянно в этом деле. Он на самом деле очень много времени занимает, и он как бы уже, конечно... Сегодня утром он что-то сказал, что ему это уже поднадоело все. Вот. Так что вот спешу приготовить, и прям такая, прям немножко подрастроилась сейчас. Ну, думаю, ну капец, конечно. И из того, что есть, выбирать вообще не с чего. Чтобы что-то сделать интересное, ну просто, конечно. Не знаю, за все платить это, ну, это нереально просто. Я не зарабатываю столько здесь. А я только что у мамы забрала очень удобные вот эти штучки. Конечно, они напоминают шапочки для душа или там для чего-то. Ну, ничего страшного. Забрала капусточку. Она вообще обалденная. В меру соли. Она хрустящая. Ну, идеальная капуста. Видите, морковочки. Морковочки я вообще-то люблю, может, и побольше. Но вообще она идеальная. Вообще класс. Вот, так что спасибо большое маме. Вот, готовлю. У меня здесь несколько этапов. Сейчас уже сливаю. Скоро все это соединю. И будет мне радость. Приготовила целую кастрюлю. Ну, а что делать, если тут кайдашева семья? Маркуша расщедрился на чаек. Это я у него выпросила. Здесь гранат, ежевика, малина или вишня. Ну, в общем, микс. Это такой аромат. Это просто даже, я не знаю, не настолько, наверное, чай вкусный. Хотя, ну, как бы, ну, густой, хороший такой, не бледненький. Но аромат просто, ну, неповторимый. Я не знаю, хоть возле подушки повесить и с собой носи. Знаете, как за эту, за лямку бюстгальтера подцепить вместо духов. Неимоверный запах. Валерыч, понюхай. Ага. Скажи, да? Просто обалдеть можно, какой запах. Все разнобой, чашки. У каждого своя собственная. Правда, Валерыч такой не очень любит пить. Это и так ему сейчас достала за компанию ко всем большим. Я пью большие чашки. Все. Хотя все, как все. Я пью только чай и кофе. И все. Молоко я не люблю. Всякие кисели не люблю. Компот тоже, в принципе, уже не пью. Ну, разве что летом там прям большую жажду. А так вообще... Ну, колы могу выпить, да. Когда жарко или хочется как-то после поел чего-то такого прям ну, тяжелого. Да, тогда колу. А так вообще... У меня вода обычная. Чай, кофе. И все. Больше ничего. Понял? Вот это за утро. Не знаю, часа 2, наверное, сегодня. Работала чисто в спальне. Чисто в спальне. Не по квартире, не по ванной. Нигде. Это просто спальня. Вот такие вот дела. Веселые. Вот так вот. Ставим на пьедестал. И работает парень.